Меня все время спрашивают, знаю ли я Джона Тайтера. Всем привет. Ты опять выходишь на связь, мудила? Да, и тема ролика на этот раз ни за что не Да ладно, вы же умеете название читать. Молодцы. Поскольку основная теория про индикаторы была изложена в предыдущем ролике, этот ролик будет более практическим. Наверное. В первую очередь, необходимо было снова раздобыть индикаторы, и с этой целью мы забросили нашего спецагента в другую страну, вместо с кодовым именем Митинский радиорынок. Удивительно, но факт, ларьки с газоразрядными индикаторами далеко не редкость. Путем недлительных переговоров также были получены несколько листов фольгированного текстолита. Вот дерьмо, извини. Извинить за что? Нет смысла стыдиться своих лампочек, тем более, когда они такого размера. Итак, у нас есть индикаторы, EN14 в количестве 8 штук. Дабы не паять кучу проводов, как в прошлый раз, дорожки будут разведены на фольгированном текстолите. По башке себе стучи, блядь. Поскольку за референс в очередной раз взята вещь, то придется все-таки обратить на нее внимание. Всего на верхней поверхности имеется 16 на 60, 960 дырок, которые предстоит просверлить. Разводим дорожки с поправкой на колхоз и нестандартный размер и делаем плату. Не идеально, но и это всего лишь третья плата, сделанная мной фоторезистом. Принцип управления лампами схож с предыдущим роликом. Динамическая индикация на оптопарах, но с одним отличием. В этот раз вместо дешифратора использована кучка транзисторов, так как помимо цифр также необходимо, чтобы можно было отдельно включать запятые. Благо, количество выводов контроллера позволяет. По питанию ламп все так же китайский повышающий модуль, а потому напоминаю. Не лезь, блядь, сука, Каждый день как праздник, разводка главной платы потребовала двухсторонний дизайн, который я ранее никогда не делал. Астрологи объявляют о новых экспериментах. В качестве мозгов был взят микроконтроллер STM32F401VET6, который также имеет встроенные часы реального времени, поэтому паять отдельную микросхему необходимости нет. В качестве батарейки был взят ионистор, не требующий замены и заряжающийся при подаче питания. Для часов необходимо впаять внешний кварц на 32 кГц, так как встроенный источник большой точностью не выделяется. Пока восстанавливал дорожки, познал удобство увеличительного стекла. РГБТ-подсветка разведена не была, поэтому нестандартные решения – наше все. Куда же без цветной подсветки в газоразрядных часах? Поскольку тут имеется функция будильника, а простая пищалка. Страшно, очень страшно. Был добавлен динамик и необходимость где-то хранить аудио. Дабы не ограничивать себя 10 секундами, обусловленными памятью контроллера, была добавлена поддержка SD-карты. Благо, у этой серии контроллеров есть еще и аппаратный интерфейс для работы с карточками. Также на борту данного устройства имеется Bluetooth модуль и самописное приложение для управления часами дивергенции, название временное. В приложении вынесены все основные настройки. На задней панели этого гаджета будущего есть 3 кнопки, отвечающие за переключение режимов. Список мировых линий был любезно позаимствован с одного сайта. Левая и правая кнопка меняет отображаемую мировую линию, а нажатие на среднюю кнопку выводит текущую. Не-не-не-не. Остается лишь доделать корпус. Стенки и нижняя крышка будут также сделаны из текстолита. На задней стенке размечаем отверстие под слот SD-карты, кнопки и гнездо Type-C. Высверливаем отверстия, используя кобальтовые сверла и новую ручную сверлилку. Закупился на Алиэкспрессе. Далее приводим все это в необходимый вид с помощью отрезного диска и фрез. Залепляем необходимые места скотчем и отправляемся красить текстолит серебряной краской. Это только кажется, что оно работает. На самом деле, разве там? Да нет, смотри, пошло. Охапка дров, проект готов. Ура!